Здравствуйте, добро пожаловать на канал на Галина Джори. Меня зовут Елена Гард, и сегодня я хочу записать видео знакомства. Недавно на моем канале подписалась первая 1000 человек, и я решила, что пора показаться лицом и познакомиться с вами, и что-то записать о себе. Потому что в видео обычно видны бусики, видны руки, и все. Давайте познакомимся. Меня зовут Елена Гард. Я родилась и выросла в Новосибирске. Сейчас я живу в США, в штате Орегон, в городе Портланд. У меня есть 2 детей, 5 лет и годик. Есть муж, собака, австралийская овчарка. Всем собаководам большой привет. Особенно всем владельцам австралийских овчарок или бордер колли. Я думаю, вы меня очень понимаете. Тут еще у меня есть кот и сад-огород. По профессии я ветеринарный врач, также я ученый-микробиолог. Вот, соответственно, профессия моя, она творческая, но она не связана ни с украшениями, ни с прикладным творчеством. Украшения для меня это хобби, это возможность заняться прикладным творчеством, это возможность самовыражения таким способом, который невозможен на моей работе. И это еще мое время для меня. Вот. Украшения я люблю всякие, ношу всякие с удовольствием, люблю делать всякие разные. Но, конечно, в обычной жизни все-таки я ношу что-то не очень крупное и такое, которое сочетается с довольно-таки активным образом жизни и с образом жизни владельца собаки и мамы 2 маленьких детей. Хотела рассказать немного о своих планах, о творческих планах на этот год. В общем, в прошлом году у меня только родилась моя 2-я девочка, соответственно, планов у меня особенных не было. План был один – пережить. Год пережила я вполне себе хорошо, даже умудрилась сделать украшения, даже такие, довольно-таки крупные для меня проекты. Хочу попробовать новые техники, хочу попробовать все-таки поработать с полимерной глиной, ни разу не пробовала, но очень хочется. Хочу немножко больше заняться смолой, эпоксидной смолой. И очень хочется делать такие сложно сочиненные какие-то украшения, серьги или браслеты. Вот браслетов, кстати, больше хочется делать. И кольца, в общем, что-то такое, знаете, челленджить себя, делать что-то немного другое, чем то, что я делала раньше. Конечно, по-хорошему в этом году нужно бы еще открыть мне магазин на Etsy, потому что Инстаграм, не знаю, вот у меня это почему-то какая-то дохлая зона, просто мертвая. Вот 3000 метров под уровнем моря, и там никого нет. То есть для меня почему-то Инстаграм мой совсем замер. Я, конечно, там публикую редко, но что-то совсем его алгоритмы как-то я совсем не могу понять, понимаете, даже ни посты, ни рилс, даже рилс почему-то, вот никто их не видит. Знаете, если одна дверь закрывается, нужно мне просто искать другую. Вот я думаю, что мне нужно все-таки сделать магазин на Etsy. В общем, посмотрим, дойдут ли у меня до этого руки, потому что, конечно, как я уже сказала, украшения это хобби, и украшения это вот дети, собака, муж, сад-огород, а потом уже бусики, конечно, вот. Но посмотрим, может быть, руки дойдут. Если все-таки сделаю, расскажу как. Вот, покажу. Знаете, еще один такой самочеллендж у меня в этом году, наверное, это делать украшения больше с натуральными камнями, попробовать поработать с кабошонами и, может быть, с деревом. Вот знаете, что-то, то есть... еще вот есть такой стиль, который мне он нравится, но я как-то вот я не совсем его... Мне он нравится, но я не совсем его понимаю для себя, что ли, вот как-то... Не пропустила я его еще через себя, в общем, это этно и бохо. И вот надо мне попробовать сделать украшение в этно и бохо, потому что,
смотрятся они хорошо, интересно, их носить действительно просто, потому что они, хоть и, понимаете, вот прелесть стоит на эбоха в том, что украшения крупные, но при этом они довольно-таки повседневные. И вот мне как раз нравится такой стиль, мне нравится, когда люди такой носят. В общем, нужно себе тоже такое сделать и попробовать. Вот. Еще, знаете, я поняла, что я вот люблю синий, я люблю черный, я люблю серебристый, золотой, зеленый. Обожаю зеленый. Но есть цвета, которые я просто игнорирую. Это вот, часто это пастельные оттенки. Розовый, красный, оранжевый. То есть у меня прям, вот знаете, такая вот лежит палитра цветов, которые я хочу использовать. Вернее, как хочу попробовать. Хочу попробовать эти цвета. В общем, вот такие у меня планы на этот год. Они вполне себе реалистичные. Ну, я думаю, не слишком амбициозные. Но я предпочитаю, знаете, быть на такой реалистичной стороне здесь. Потому что, знаете, вот когда ставишь планы просто, ну, совершенно несбыточные какие-то, вот, то потом, ну, то есть, когда ты заранее знаешь, что ну никак не получится это сделать, и потом не получается, и ты все равно чувствуешь, что, боже мой, ничего не сделал. А так вот я предпочитаю, знаете, так, то есть планировать немного больше, чем возможно. Я думаю, что я точно смогу сделать вот это. Вот я планирую чуть-чуть больше. И если я сделаю это чуть-чуть больше, я буду чувствовать себя прекрасно. Вот, то есть для меня вот в плане вот творчества и хобби я хочу себя чувствовать хорошо. Когда я занимаюсь украшениями, я не хочу, чтобы это была для меня обязаловка. Я не хочу думать об этом, как мне нужно. Я хочу думать об этом, как вот мне хочется. Поэтому даже вот свои планы я стараюсь, ну вот, я стараюсь планировать так, чтобы мне хотелось, чтобы мне хотелось это делать. В общем, вот такие у меня планы, такие вот пожелания у меня для себя. И в заключение, знаете, хочу сказать все-таки большое спасибо всем рукодельницам и не рукодельницам, которые смотрят, которые комментируют, которые пишут запросы, которые критикуют, которые лайкают, которые подписаны. И огромное спасибо всем еще девушкам-рукодельницам, которые рекомендовали мой канал. Вот. Потому что после таких видео, вот видео Татьяны Дубинской, например, «Расширяем круг», или видео Татьяны Терабежу, на меня подписались довольно много людей. Очень это и приятно, и я думаю, это полезно, потому что, опять же, вот как товаров на Алиэкспресс великое множество, так и каналов на YouTube великое множество, и профилей в Инстаграм. И когда вот, то есть как, мы же часто что-то берем по рекомендации, и так вот ты смотришь блогера, а он тебе что-то вот рекомендует. Ну, можно просто пройти и посмотреть, а может и мне тоже понравится. Может быть, у нас вкусы совпадут. Поэтому большое-большое спасибо всем, кто каким-то образом участвует в движухе на моем канале. Большое-большое спасибо. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Планов у меня громадье. Надеюсь, что хотя бы какая-то часть из этих планов выльется в вот это прикладное творчество мое. Надеюсь, что вам будет также приятно продолжать смотреть этот канал. Вот. И увидимся с вами в следующем видео. До свидания.